Встреча выпускников в Чикаго проходила в роскошном зале старого отеля, стены которого хранили эхо прежних эпох. Потолок терялся в высоте, и оттуда свисали тяжелые хрустальные люстры, излучавшие мягкое золотое свечение. Их блеск отражался в отполированном до зеркала паркете, на котором, казалось, можно было увидеть каждый шаг, каждое движение. Воздух был наполнен ароматом дорогих духов и легким звоном бокалов, в которых переливалось шампанское. Бывшие одноклассники сидели за длинными столами, уставленными закусками и изысканными блюдами. Они смеялись громко, почти демонстративно, будто соревновались друг с другом в блеске своей новой жизни. Разговоры сводились к привычным темам: кто обзавелся виллой на побережье, кто приобрел коллекцию драгоценностей, кто путешествовал на частном самолете. Их голоса звучали уверенно, но пусто, словно это был не искренний обмен историями, а тщательно отрепетированная пьеса, где каждый старался произвести впечатление. В этот поток блеска и хвастовства тихо вошла Сара. Она выбрала простое черное платье без украшений и скромную кожаную сумку, потерявшую блеск от времени. Ее шаги почти не слышались по паркету, и никто сразу не заметил ее появления. Но стоило ей приблизиться к столам, как взгляды устремились на нее. Женщины в сверкающих нарядах обменялись снисходительными усмешками, мужчины переглянулись, будто без слов соглашаясь, ничего не изменилось. Для них она оставалась той самой серой девочкой, которая никогда не блистала на школьных вечерах. Сара села в стороне, не вмешиваясь в разговоры. Она слушала, как вокруг звенят пустые фразы о богатстве и статусе, и все это казалось ей искусственным, как витрина, за которой скрывалась пустота. Она понимала, за всем этим блеском нет подлинной близости, нет настоящих чувств. В ее памяти всплывали совсем другие воспоминания: запах школьных коридоров, шум осенних листьев во дворе, простые дружеские разговоры, которые тогда значили гораздо больше, чем все эти слова о бриллиантах и курортах. И вдруг зал погрузился в тишину. Тяжелые двери распахнулись, и в проеме показались военные в парадной форме. Их шаги были уверенными, ритмичными, отдавались гулким эхом в высоких стенах. Люстры отражались в начищенных до блеска пуговицах и сапогах. И этот блеск был совсем иным, не показным, а настоящим, заслуженным. Гости замерли в недоумении, наблюдая, как строй офицеров уверенно продвигается вперед. Но вместо сцены или организаторов, куда все ожидали их движения, они направились прямо к Саре. Наступила тишина, в которой можно было услышать биение сердец. Старший из офицеров остановился напротив нее и отдал честь, подняв руку к козырьку. В ту же секунду все остальные синхронно повторили этот жест. В их глазах светилось уважение, неподдельное и глубокое. Для присутствующих это было шоком. Та, кого они только что осыпали насмешками, оказалась человеком, чье имя и заслуги они даже не подозревали. Сара медленно поднялась со своего места. Она не стремилась к эффектности, но ее фигура в этот момент будто выросла, обрела особую силу. Спокойным голосом, который разносился по залу яснее любого звона бокала, она произнесла: «Настоящая ценность человека не в золоте и не в украшениях, а в уважении, которое нельзя купить». Эти слова упали тяжелым грузом в сердца слушателей, потому что в них не было пафоса, только правда. В тот вечер весь блеск дорогих костюмов и украшений поблек. Каждый понял, что величие измеряется не материальными атрибутами, а силой духа, честью и служением другим. Сара не пыталась доказать свое превосходство, она просто была собой. Но именно поэтому все поняли, кто действительно добился большего. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.